Для Ютуба мне не нужно быть таким замороченным. Я могу делать контент сильно проще, и от этого он становится только лучше. Это парадокс. Ты спокоен, у меня нет конкурентов. Я понимаю, что я уже на голову выше многих, на кого смотрел с завистью несколько лет назад. Это у тебя были протертые носки? Это носки из Монголии. Возможно, это вступление. Доброе утро. 30-й день влога. Праздничные оладушки и кофе. Я нашел олимпийку своей мечты. Просто я поднимаюсь по эскалатору, и она висит, никому не нужная. 3500. Посмотри на эту олимпийку, она идеальная. Чисто клуб царапанных птичками. Красиво в нем выгляжу. Это же цвет Гаспара. Там даже что-то написано. Аутетик Спортвер Pure Sweet. Пока я готовлюсь к тому, чтобы снять видео о том, как я 30 дней снимал влог, я уже где-то час потратил на то, чтобы выставить один кадр для одной камеры, и я забыл, насколько это стрессово каждый раз. Снимая влог вот так, это мне не стоит ничего. А здесь подставить стойки, поставить камеру с монитором по full color, обязательно отбить, чтобы скин-тон был на 45 единицах. Свет за окном, видите, там его нет, это я вынес галогенный прожектор, чтобы он давал вот этот вот шейп. Плюс у меня один маленький партикл-путюрка вот здесь за стеллажами, чтобы тоже это все сюда давало свет, тень, иначе все это проваливается в черный. А в искусственной сцене черного, если это не ночная сцена, практически не бывает. Я вернулся к тому, с чего убежал. Как настоящий влогер, я буду периодически крутить камеры, вы будете ее видеть в кадре. Первая проблема, которую мне помог решить влог, это слишком большой объем техники и подхода с технической стороны к созданию контента для Ютуба. Вы видите эти стеллажи, для одного человека это too much. Я с такой легкостью начал делать контент. То чувство, когда ты не мог выдавить из себя ни одного ролика типа за 2 месяца, и сейчас, когда каждый день выходит ролик, дорогого стоит. Раньше я испытывал проблему от того, что мне нечего было монтировать, сейчас у меня проблема от того, что слишком много контента. Минимум оборудования. Цешка в руке, объектив 10-18, дырка 4 от кропа, накамерный микрофон со встроенной ветрозащитой и вот такой вот свитчпод. Она умеет делать вот так. Ну, собственно, вы во влогах видели, я показывал. Про сетап для влога я подробнее расскажу в отдельном видео, так будет удобнее. Я хочу рисовать только с помощью карандаша. И такое ограничение открывает какие-то другие потаенные ресурсы. Я начал часто менять угол. Понял, насколько я был зашорен в том, чтобы создать вот эту форму ролика для Ютуба. Как он должен выглядеть. Но я абсолютно не понимаю, чем его наполнять. Мое неумение рассказывать истории и показывать свою жизнь такой, как я есть, прикрывалось таким, знаете, чванливым подходом специализированной ниши для профессионалов. Будем честны, ту же информацию, тем более находясь, в Японии, можно подавать сильно ярче, сильно интереснее. Общаясь с разными людьми, с блогерами, я от всех слышал одно и то же: чувак, я с удовольствием бы тебя смотрел, рассказывая ты что-то кроме камеры. Обзор типа на FX6, который длится 50 минут, это чересчур. Это то, чем я являюсь. Этот канал Егор Панковский. Это не называется мысли оператора или профессиональная видеосъемка. Это я. Корень канала, фундамент, он не изменился. Я человек, который занимается видеосъемкой, я этим живу. Но кроме Егора, которого я показывал на YouTube, был целый пласт другой жизни. Людей, друзей, общения, шуток. И если нам нравится, сидя вечером после того, как я нарезал влог, стабильно показывать его жене и видеть, что она кайфует, и я кайфую, я понимаю, что аудитория это также оценит. Я в обители всех святых домашних сетей Fuji. Формат Икеи, только чуть более домашний. Дерево, эти скандинавские мотивы, этот минимализм во всем. Прикол, да? Там кто-то с тебя вышел. Угадай, что это? Тут нет мяты. Это лимон и чайное дерево. Лимон и оранж. Егор, Пахнет почему у мятой. тебя такой большой нос? Потому что воздух бесплатный. Камень. Это камни. Привет. Привет. Пока.
Может, мне купил кофе за 100 йен. Он у меня щедрый, люблю его. Обзор на кофе из Муджи. Есть Огонь. легкая кислинка. Лёгкая, Нету да. воды, нету водянистости. Да. Это вкусно. Это вкусно, правда? Это не горько, Не это не ожидала. мерзко, не отвратительно, не пусто, не водянисто. Это кофе. А это лучше, чем дрип-пакет. У меня в голове просто произошел слом. Я реально не понимал, что существует какая-то история. Пересматриваю людей, которых я смотрел раньше абсолютно другими глазами. И вижу все эти моменты. Ты классно снимаешь, но ты отвратительно рассказываешь историю. Сократи эту минуту до 10 секунд. Меньше лучше, пиши, сокращай. Еще важный момент — дисциплина и отсутствие мотивации. Мотивация — полная ерунда. Она работает день, два. Дисциплина — то, чем люди живут годами. Если раньше я ощущал отсутствие энергии в силу того, что вот это железо, мысли о накопившемся оборудовании для обзоров, которые я не могу закончить, они из меня эту энергию вытягивали. Сейчас наоборот, я чувствую, как будто я энергию не теряю, а я подключился к какому-то источнику. Сама жизнь в основе своей так изменилась, подход к процессам простыми формами, маленькими шагами, постепенно двигаться вперед. Быть сильно замороченным, бесконечно глубоким, но пустым и не давать никакого результата — это ужасно. Простая форма, по чуть-чуть, это то, что позволяет людям творить. Месяц снимая свою жизнь, смотря на нее со стороны, я понял, что моя жизнь, весьма интересная. Та рутина, в которой я как бы потонул, и для меня она не представляет никакую ценность, это офигенная почва для контента, который лежит под ногами. И, я в Японии. Я как будто не имею права этого не делать. С помощью канала на YouTube я как бы себя вырастил. Из обычного провинциального видеографа превратил себя в полноценного фильммейкера. Я выстраивал образ специалиста, которым хотел казаться. Мне больше не нужно ни с кем конкурировать. YouTube — это была вот возможность показать: я есть, я Панковский. В какой-то момент я понял, что у меня есть заказы, у меня есть классные проекты. И именно там я могу реализовываться технически, как специалист. Для YouTube мне не нужно быть таким замороченным. Я могу делать контент сильно проще, и от этого он становится только лучше. Это парадокс. Людям не нужно смотреть на тебя 15 минут с одного ракурса, как ты крутишь какую-то очередную классную железку, потому что это неинтересно. Ты спокоен, у меня нет конкурентов. Я понимаю, что я уже на голову выше многих, на кого смотрел с завистью несколько лет назад. И сейчас я успокоился. Я доволен тем, где я есть, тем, кто я есть. Ты в любой момент можешь взять камеру, и это определенный тип мышления. Когда ты идешь куда-нибудь в магазин, ты можешь снять несколько подводок, и ты как идиот, да, ставишь камеру на штатив, отбегаешь, проходишь мимо нее, чтобы использовать кусочек в 3 секунды, который служит общиком для того, чтобы перебиться на новую локацию. Это и есть интересный влог. Говорят же, что кино — это смонтированная жизнь. Так и есть. Это самые классные хайлайты, интересные моменты. Только там они поданы художественно, а здесь они поданы более репортажно. Блогинг для меня служит некой формой терапии, работы с моим сознанием. Чем больше я чего-то делаю, тем я активнее, продуктивнее. Это сказывается на моем настроении. Вы можете заметить, что я более веселый, чаще улыбаюсь. Опять-таки, вот эта излишняя замороченность, она тебя сковывает. Организм, ему проще не делать ничего. Ваш мозг ваш враг, помните, я говорил. Чем больше открываюсь, свой неидеальный английский, встречи с людьми, мне легче. Я как будто сбрасываю некие замки. И это позволяет мне немножко изменить свое сознание на то, как бы вот этот чувак, которым я хочу быть, вел бы себя в жизни, решал бы некоторые ситуации. Когда ты сам для себя становишься вот этой рукой, которая тебя берет как бы за шкирку и заставляет делать вещи, которые нужно делать, пойти в больницу, в администрацию без камеры, ты такой: просто трудности жизни. С камерой ты: классный повод для влога. Очень любопытно будет взглянуть на себя спустя время, через год-два, куда это меня приведет. Я сделаю очередное видео о том, как я делал когда-то в прошлом вот этот шаг, о котором вы слышите. Каждый день, как я сказал, маленькая форма, по чуть-чуть, лучше, чем вчера. Вот это жизнь. Не прощаемся. Увидимся на следующем видео. Пока.